Приходили мы на турнир явно не в роли фаворитов. 17 часов придут шейхи. Поиграть доту и показать, что можем. Грубо говоря, нас просто переехали на классе, если так сказать, да, для обывателя. Хороший драфт, плохо сыграли. Плохо сыграли. Если по факту, на самом деле, реально. Всем привет, это Virtus.pro, и сегодня у нас первый игровой день. Сегодня играем 4 игры, Best of 2, это 8 матчей. Первую играем против Faster. Пойдемте посмотрим, как ребята готовятся. Все, удачи. Давайте, мужики. Открывать его, там надо открыть было. Вот так чел изменил. Я только вернулся, а другой чел пришел. Удачи. Ребята, TeamSpeak зайдите. They needed, along with Samel and Karka, they'll get the key kill. Now, well, stuns out onto XXS, he'll be falling, Squad's jumping through the mix as well, tries to go for the kills on Snapfire, but immediately cancelled out, jumps in for the last second stun, that's going to set Samel up for another kill here, but now... Скажи, что, как продвигается игра? Что-то вначале нормально было, а потом что-то ненормально начало происходить. На момент паузы игра в очень печальном состоянии, скорее всего. Нашими героями уже очень сложно играть в этой стадии. Но это старт турнира. Был ряд не совсем обычных задумок, которых нам хотелось попробовать и удивить противника, но так совпало, либо... Я думаю, иногда просто такое случается, что вот так совпало, что и их раздрафты, они довольно достойные к тому, что мы хотели брать. Ну и в целом довольно неплохих героев противник набрал. To the pub and a scrim, it was great. This is his first competitive IO game. This is his first competitive IO game, and he's now inside a tombstone. There we go. Yeah. Christ. How did... BKB coming out from Monet. He doesn't have that Aegis anymore, so slight threat, but Squad is just getting run down from the distance by Samel. Проиграли вторую карту против Faster. Не знаю, что пошло не так. Не смогли просто в один момент переломить. Буквально начали вроде возвращать преимущество, точнее обретать его. И чуть-чуть не дожали. Начинаем вторую игру. Вторая игра против Entity. Первый матчап. Damage, hookshot isn't going to connect, and a nice little cookie up to the high ground for Squad is going to allow him to get away, but maybe not actually. Lasso is there, but Kiritich coming in from the sidelines here, gets that ultimate off, and all of a sudden these two heroes are in way too deep. Так, на 17-й минуте вроде выиграли мини-драку и возвращаем преимущество. Точнее, отбираем преимущество врага. Все должно наладиться. Вот-вот, с минуты на минуту. Just ends it himself, takes it into his hand, snaps his fingers, and the game is over. 21-1 on Watson. Absolutely ridiculous. 22-1 on Watson. Проигрываем первую против Entity, и по ощущениям просто как будто бы делаем правильно, но как будто не хватает, вот чуть-чуть не хватает дожать. Да, но мув там не кстати, если ты ушел от то нам бот раскорячит. Подумать типа FP Second, но я думаю, мы умеем вообще Second добрать. Есть ощущение, что, короче, возможно, не особо-то они хотели беспа, можно типа не банить. Если они фэпнут беспа, абстрагироваться от того, что мы думаем, что это не герой, но как минимум комбинации с их героями, это было прекрасно типа пик. Я не послушаю. Все окей, я ничего сошла в идею. Сами въебали свой дом. Alright, guess that's the creep dewarding. This is more important, Nomad. So, TA, melded. Gabby is walking to lane. But Katomi tanks it! Tatomi takes a double hit, that's so much damage!
Да, просто плохо файты принимали и по мапе расплетились. Мою имхо. Попали всех рошанов, закономерно проиграли. Когда ты отдаешь противнику там сколько, 2 или 3 подряд рошана, ну, ты проиграешь игру. Короче, в этой игре, мне кажется, все виноваты отчасти там в определенных моментах. Поэтому тут нет кого-то именно одного, кто там что-то не так сделает и тому подобное. Но вот Серега говорит, что это ваша лучшая была игра из 4, типа. Ты согласен? Ну, с точки зрения того, что мы поиграли, да. То, что лучшая игра, ну, из 4 тоже, да, наверное, но в общем, наверное, нет. Потому что на глупом моменте просто проиграли, и, опять же, имх. Драфт хороший был, да и, в принципе, мне кажется, почти во всех играх. Ну, драфт относительно неплохой, не считая там Састер серию, и, в принципе, у нас и не было другой серии. Начинаем первую против Liquid. Посильнее команда, но всякое в доте случалось и уже не раз, так что, как говорится, even if you're not ready for the day, it cannot always be night. It's got to be the Batrider, right? And there it is, the blink, the lasso onto the backside, the spear to follow it up, the Requiem is out, and they burst them down. Nikkei is gone. There's the arena as well from Notice. We'll be able to block off Zai and trap Insania inside as he did not bring his boys. Was just hoping to save him. SF. It's not going to work. SF, though, yeah, caught on the backside, tries to TP out, he's gone. Zai and Nisha chase him down. Notice with a nice spear, the Mortimer Kisses as well are there, but the BKB comes out. Zai holding it the whole time. Проигрываем первую карту Liquid, но видно, что у нас начало получаться, короче, то, что планировали. И второй давай. Его, он прыгает, я его копью даю. У него пол хп, он фласку доносит, хилится. Я то же самое делал. Он еще одну фласку доносит, хилится. Я думаю, ну типа вот сейчас точно, говорю, Олег, приходи, убьем. Он, прикинь, еще одну, типа, принес опять отхилился. Но это норма. Линию контестит, а не ныть, типа, что происходит не так. Типа, арена Марса, чел взял, убил. У меня арена, я такой, из типа, это еще не везет, что меня, типа, ресторатор не минусует, он как будто по тебе не слит, но тебя минусом есть, короче. У нас трабл с второй игрой с Liquid. И с первой тоже мы не можем ее выгрузить, потому что сервера .tv упали, и наша игра и на Inpandas, и, по-моему, еще кого-то недоступны для просмотра в .tv, для скачивания, точнее. Так что и мы сейчас не знаем, начали наши парни играть или нет, потому что на трансляции, все трансляции молчат. Ibaks coming through from the side of VP, trying to keep themselves in this. Zai, he's going to get pulled back into the base, and he... No chance going to survive this one. Foxy with the stolen mana train, trying to keep himself alive, but it's not going to be enough. Он здесь как устал, но готов побеждать. But up, he's up at the 5k HP once again. But the vision that they're getting from the overclock and the clockwork is giving them all they need. Take this fight the way that they want to. They get a coil down on the Meepo and even a Legion commander for the jump in. Duel onto the Razor. I'm not sure if you can kill him. You're going to get dual damage on the Razor. He finds it. The Sun is out, but they're finding the Enigma on the back line here. They're going to try to silence him up immediately. He's trying to turn around, but no, it's not enough. They're going to kill the Meepo for sure. Enigma already down. An execration. Very one fight for them. Но вот сейчас мы проиграли то, что как будто бы нельзя проигрывать в целом. Первая игра против Execration, это, прям такое было. Что-то начало получаться, хотя бы в отдельных отрезках игры. Execration, there you go. The call, is it coming? There it is. And honestly, a good, solid performance by Virtus Pro here, being able to dismantle Execration, making them all from... Мы выиграли вторую против Execration, это хороший конец плохого дня, но завтра важная игра с ТСМ на посев и Best of 3 против команды, которая с нами попадется. Это, наверное, самая важная игра за все эти дни, потому что после нее все начнется заново. Проиграли, некоторые игры обидно довольно, то есть если вспомнить с Entity игру, даже с Execration вот первая, по ощущениям были некоторые не самые простые игры, это вот с Liquid даже 2, с Aster первая, но как будто во всех были шансы, просто глупо действовали, что ли, в играх.
какой с этого итог подвести, нужно проанализировать все игры с реплеями. Что-то мы проанализировали сегодня, сделать правильные выводы к завтрашнему дню, потому что все равно у нас матч с ТСМ. Он как бы роляет только за посев, просто подойти в лучшей форме, чем сегодня. Если говорить про последнюю серию, она просто против, если сравнивать со всеми другими командами, это самая слабая команда из всех, с которыми мы играли. Возможно, удобный для нас оппонент в плане драфта, да, грубо говоря. И поэтому те игры выглядели лучше, чем прошлые. Грубо говоря, нас просто переехали на классе, если так сказать, да, для обывателя. Но в моменте, да, выглядело, что игра не самая сложная, особенно, наверное, первая. Если во второй, можно сказать, что, наверное, более все на равных было такое, то в первой, как будто первые 15 минут мы очень сильно лидировали. Просто потерялись по игре, поэтому это и предстоит выяснить, как это произошло. Какая сегодня задача на день? Поиграть против ТСМ, а потом в свободный перерыв, так сказать, подвести итоги того, что мы наиграли. Еще, кстати, возможно, сегодня, если у нас будет tie с Execration, решаться будет посев путем 1 на 1 на миде. Что сегодня надо сделать? Так, ребят, Получать удовольствие. Играю доту. Whitemon will drop. There's the buyback from Bar, but it's pretty late. They've already lost both supports. They are still trying to fight with Tomato. Squadix is the target, but he'll get the cheese off in time. Tomato still trying his absolute best to man up here against F&G, but it's not enough. Первой карте. Нет, не по плану. Нет никакого смысла выигрывать эти игры. Какой план тогда? Тайбрейки с Execration, чтобы можно было определить противника. Мы дали некую фору в начале, но противник этим почему-то не воспользовался. Горе побежден. Ну, типа, на самом деле, вот он, даже если меня фокусить начинает, я нажимаю БМ, он себя убивает просто. 17 часов придут шейхи. Федерация киберспорта Саудовской Аравии. Президенты приедут. Отыграл сомнительно, сдох 2 раза, просто без причины. Первый раз сдох, не нажал ферик, не знаю, пинг на лане, на пинге, где 10 пинг не жмутся кнопки. Не знаю, в чем причина, может, клавиатура старая, может, еще что-то, может, пинг. Вот, а так, в принципе, по игре хорошо отыграл. Так что меня все устраивает, игра была хорошая до момента, до какого момента? До момента на Рошане, когда нам дали и забрали Рошан. They've got the onslaught up again. Ari still alive somehow, but eventually will die as it's complete chaos at the top lane. Ari is brought back, but Brawl is gone. They've lost the Dragon Knight. TSM still trying to escape this situation, but VP are not letting up. They'll just keep going for more. Wymon's gone. Even more they want. Tomato's trying to get out of this one, but Notice has got the Pulverize once again, picking him up. Tomato still running, gets the Sunder off, but where's the damage? Where's the follow-up? Сергей Взял еще Медаку, Чипсонов. Наверное, ему понравится. Кушать пойдем? Кушать. Когда играл на миде, ни на каком турнире никакого контента типа 1 на 1 типа не было. Как только меня перестали пускать на ланы, потому что я был слишком силен, очевидно. Сразу начались турниры 1 на 1 и прочее. У врагов хороший драфт темповый. Хороший драфт, плохо сыграли. Плохо Если сыграли. по факту, на самом деле, реально. Сложно играть такую игру. Дальше, возможно, Илюха 1 на 1 будет с Бобстером, мид стоит. Если сейчас Execration выйдет. Ну, вроде да. Типа там, такие переигровки вроде должны быть. Настрой. Стоп. Шансы 99,9. Всегда нужно допускать микровероятность, что произойдет что-то непредвиденное. Я думаю, пиздюка будет проходить 50 минут, плюс-минус. Не меньше, не больше. Да. Игра будет Новоносовость. Игра за жизнь идет. Я буду носить утку. Все уже готово. Выиграть Боба? Шансы стопроцентные. Надо понять, нужно ли нам это. Возможно, оппоненты, которые заняли 4 место, будут более удобные для нас, чем оппоненты, которые заняли 3 место по решению команды. Я предлагал админам как-то пересмотреть ситуацию, объяснял им, что типа, ребят, конечно, для шоу это очень классно, но как будто бы в этом случае команды могут выбирать, с кем им играть, которые занимают 5-6 место. И вроде как это не очень правильно.
Но они сказали, нам все равно, мы придерживаемся правил. Мы вышли черкать героев, как в КС, для 1 на 1 битвы Сквадикса против Боба. Ну, Боба пазает по какой-то причине. Я считаю, нужно тиху сдавать. Положение дела такое, если Сквадикс проиграет 1 на 1 на SF, то мы играем с Nine Pandas. Если он выиграет, то мы играем с Team Secret. Есть второй уже. О, подставляет! И давай, средний, давай! Сюда! 6 секунд до цешечки. Нельзя средний! И еще точечку и дальний, Сквадикс погибает. Нормально. Илюшечка сразу от Боба. Сильная. Пробивная. Третий левел пока. Как Рейзов у Сквадикса. А что это? Тиммейт пошел чисто для того, чтобы эфир и дальним. Боже мой, Боб! Илья проиграл на тоненького, там последним кайлом зацепило, не сработали капли, так что мы будем играть с Nine Pandas, мы с ними уже встречались, они только вчера прилетели, и еще немножко в таком состоянии, так что посмотрим. Интересный матч, думаю, будет. Надеюсь, сыграем хорошо. Nine Pandas вроде бы тоже неплохо играет в целом сейчас. Мне кажется, что в нашем нынешнем состоянии мы там, не можем выбирать как-то оппонента, мы просто должны сфокусироваться на том, чтобы сами поиграть доту и показать, что можем. Вот согласись, на первой смерти должно было закончиться. Согласен, я уже в кайф встал. Ты был тут? Нет. А, ты не был тут? Нет. Первая смерть, все. Так я еще задался и говорю, все. И потом все говорит, дальше зайди. Я прогирую. Ну, после ГГ обычно после первого пишем. Да. Да, так мы тренировали этот отрезок. А ты играл на этом только на Энигму? Понятно. Ты одну играл, ты забрал. Да, ты забрал Энигму. Чел говорит, я на ЛЦ разъебу на Сирену. Сирена 13 минут смс оставила, потому что топ. Так, ребята, кто заколил, типа, в портал? Прибежал в портал, а там опять пак. Прилетел в топ, опять пак. Как так-то? Чего не написал Бобу, типа, по правилам, типа, ZXC, без рун, без всего? Сигнал. У меня тоже есть сигнал. Но ты бы реально его... Начинаем последнюю Best of 3 на сегодня, но, надеюсь, не вообще на этом турнире, против Nine Pandas. Парни вроде в хорошем настроении, таком приподнятом. Ни у кого нет тильта, даже у Сквадикса, который проиграл Бобу. Так что надо забирать свое. Ramsey just walked straight back into them. Doomed up, Soulbind's on him. Ramsey's been controlled and killed. Your main carry, all of your net worth is gone down the drain, spiraling down. Выбегаю с гранат, Акс уже убегает, а я просто гранату и там был догонку. И Илюха зашел в инши к ним, зафармил иншей, мы зафармили стаки наших иншей у бифы. Not going to be giving it to them now, it looks like here. In game 2, this Medusa hasn't stood a chance. GG called. Game 2 over. And Nine Pandas tie things up, 1 apiece as we head into game 3. Yeah, game 3 is gonna be, and I don't know, man. I think when Nine Pandas got better spot from a drafting. Trying to hold back against this TB, but the Infernal Blade and the Wolf Stomp doing some sick work. Antares just keeping them at bay. Solo not even going to die to the Mystic Flare, and Kiritach's Terror Blade Sunder has bought him a bit of time, but Kiyotaka's on his tail. Chasing forward, looking for Seosh instead, in fact, wanting the easier target as Nine Pandas. They might lose their Wind Ranger here, but it's going to secure them the game. The GGs are called, VP tap out, and they know. Приходили мы на этот турнир явно не в роли фаворитов. Очень хотелось показать достойную, хорошую игру. У коллективов иногда бывают такие периоды, где определенные вещи не складываются. Ты не совсем удачно, что ли, попадаешь в изменения патчей доты, не совсем удачно попадаешь в пул, не совсем получается. Где-то что-то не выходит, где-то что-то не кликается. Очень хотелось, чтобы... не то чтобы чудо, да, но произошла вот эта вот некая магия лана. Все, чему можно радоваться, это вот этому самому шансу, что нам предоставила
судьба, так сказать. Коллектив побывал впервые на лане, на крупном турнире. У нас была возможность поиграть с одними из лучших команд мира из разных регионов и потренироваться с ними. Надеюсь, извлечем из этого верные уроки и вернемся сильнее. Думаю, ребята молодцы, но, как говорится, всему свое время. Впереди квалификация на International. Скорее всего, это будет прекрасным подспорьем к нашей подготовке к главному турниру года.